Всем привет, дорогие друзья, с вами Фил, и не успели разработчики сообщить нам свои планы, как на тестовом сервере уже развернули патч, в котором реализована система эмоций, добавлены ачивки, новый список друзей и многое другое. Посмотрите небольшую рекламку, и я вам все расскажу. Веришь в свою удачу? Тогда заходи на PUBG.com. Это самый первый сайт по открытию кейсов PUBG, который уже доказал свою честность. Если ты еще не зарегистрирован, заходи и получи халявные 10 рублей, а при пополнении баланса на сумму больше 1000 ты получишь 70% бонуса. Да еще и за каждого реферала по 25 дают. Ссылочка на PUBG.com в описании, да, и там скидки сейчас на открытие. Обновление на тестовом сервере весит целых 9 гигабайт, а после его скачки лично у меня скачалось еще 2,2 гига. И по словам разработчиков, там улучшена оптимизация, уменьшена задержка связи между клиентом и сервером, благодаря чему ситуации, когда вы уже отошли за укрытие, а вас все равно убивают, должны случаться гораздо реже. В общем, игровой процесс во время активных перестрелок во второй половине игры должен стать более плавным. По поводу системы проникновения пуль в автомобиле, разработчики сказали, что произошли изменения, и поэтому ее внедрение немного откладывается. Соответственно, на тестовом сервере, который вышел сейчас, ее нет. По поводу системы проникновения пуль в автомобиле, разработчики сказали, что произошли изменения, и поэтому ее внедрение немного откладывается. Соответственно, на тестовом сервере, который вышел сейчас, ее нет. Настоящая тестовая сборка будет перенесена на основной клиент уже на следующей неделе, если, конечно, не обнаружится серьезных ошибок, и тогда же нам сообщат о примерном расписании выхода новых сборок. Теперь что же конкретно изменилось на тесте? Первое – оптимизация клиента. Разработчики улучшили синхронизацию сервера и клиента за счет добавления задержки ввода. Смягчили проблемы с FPS, которые вызывала загрузка карты. Добавлена оптимизация зданий на Эрангеле, за счет чего снизилась нагрузка на видеокарту. Оптимизировали начальные и конечные части различных эффектов. Улучшена оптимизация автомобилей при движении с определенной скоростью. Как вы помните, на больших скоростях некоторые машины вели себя очень неадекватно. Надеюсь, это исправили. Второе – оптимизация сервера. Разработчикам удалось улучшить производительность сети сервера, что также улучшило синхронизацию с игровым клиентом. И физика автомобилей, движущихся на больших скоростях, теперь будет лучше оптимизирована и на стороне сервера. Третье – лобби. В него добавили новый список друзей PUBG. Ключевое здесь именно PUBG, то есть вы можете добавить до 50 человек внутри игры. И это могут быть люди с абсолютно любых игровых клиентов, включая и Steam, и Mail.ru, и китайский VGame, в общем с любой площадки, где есть PUBG, вы можете добавить друга. Наконец-то это сделали. Данный список друзей имеет одностороннюю концепцию, то есть вы можете добавить абсолютно любого человека, и вам не требуется для этого никакого подтверждения от него, что, как по мне, очень удобно. Ну и логичная такая информация, что для добавления человека из Steam в друзья внутри PUBG не обязательно быть друзьями в Steam. Ну, я думаю, это и так было понятно, но разработчики все же решили сакцентировать на этом внимание. Еще одной удобной штукой в системе коммуникации между людьми в игре стало добавление вкладки Recent. Здесь будут показаны последние 30 человек, с кем вы играли в пати. И вот лично для меня это прям супер круто и удобно, так как я каждую неделю играю со своими подписчиками на стримах, и теперь их ники можно будет без проблем находить там. Ну, сегодня разработчики решили прям очень меня порадовать. Также в главном меню будет работать голосовой чат, и вы без проблем можете накричать на тиммейта, если он уснул и не прожимает кнопку Ready. При использовании голосового чата в лобби справа от ника будет виден значок динамика. Четвертое – изменение мира. На карте Мирамара у некоторых высоких зданий были добавлены дырки в полу и в потолке, чтобы по ним было легче перемещаться и тем самым улучшить игровой процесс. Пятое – игры в игре, или как это лучше назвать, приятные развлечения в PUBG, честно не знаю, но в общем называйте как хотите, суть сейчас объясню. В Steam добавили 37 ачивок PUBG. Вы представляете, какой это кайф? Я очень ждал этого и с удовольствием буду пытаться выполнить все из них. К сожалению, это пока тест, и я что-то не нашел, где посмотреть в Steam, что там за задания. Наверное, они станут доступны, когда это обновление выйдет на основу. Тогда я вам все и покажу. В самой игре добавлена система эмоций, которая пока содержит 12 различных вариаций. В будущем, как говорят разработчики, их будет больше. Чтобы вызвать селектор эмоций, надо удерживать клавишу тильда, ну это русское ё, если кто-то не понял. В общем, зажали эту кнопку, навели мышкой на нужную и жмете левую кнопку мыши. Также у эмоций есть горячие клавиши, и вы можете без проблем запомнить любимый и угорать над своими друзьяшками. Но не забывайте, что это пока все на тесте.
Эффект синей крови был исправлен, он больше не будет таким заметным. Добавлены новые эффекты, которые во время ударов ближнего боя или стрельбе по предмету будут более правильно отображать эффекты различных материалов. На данный момент различимы удары по резине, ткани, бумаге и кактусу. Для большего реализма был немного скорректирован масштаб оружия, немного расширено поле обзора, добавлен эффект параллакса при быстром перемещении оружия, а также немного скорректированы цвета, виньетирование, это если кто не знает затемнение краев, хроматическая аберрация, это резкость цвета, вызванная рефракцией света, и эффект искажения на краю видимой области. Шестое – пользовательский интерфейс. Переработано 9 значков автомобилей, чтобы они лучше работали при разрешении 4К. Изменен значок красного креста, обозначающий пробитое колесо. Седьмое – изменение звука. К эффектам ударов по различным материалам, про которые я говорил ранее, было добавлено соответствующее звуковое сопровождение. И восьмое – исправление ошибок. Исправлена прямоугольная рамка на море, которая была видна во время полета в самолете. Исправлена проблема, из-за которой игрок мог моментально умереть во время паркура. Исправлено множество ошибок, из-за которых персонажи застревали в текстурах или могли смотреть сквозь стены. Исправили некорректный пользовательский интерфейс и ошибки внутриигрового текста. Пофиксили баги с анимацией персонажа, когда игрок очень быстро выполнял последовательность различных действий. Как я понимаю, имеются в виду действия изменения анимации, то есть ложился, прыгал и приседал. Очередной раз нам говорят, что исправили попадание одежды в кадр при прицеливании, надеюсь, на этот раз точно исправили. Скорректировали спавн предметов, появляющихся в местах, где игрок не может их достать. Исправили ошибку, которая не позволяла выставлять чувствительность мыши на 59. Исправлена ошибка, которая позволяла персонажу быстро вставать при определенной комбинации клавиш. Исправили проблему с воспроизведением звуков шагов в режиме от первого лица. Трехколесные мотоциклы больше не должны сами переворачиваться, как только сервер начинает немного подлагивать. Надеюсь, это реально так, а то я в последнее время вообще трехколесными из-за этого не пользуюсь. И, кстати, больше нельзя замедлить скорость полета этого мотоцикла, если просто в воздухе пересесть из-за руля на пассажирское кресло. Поправили эффекты проникновения пуль в воду, теперь он всегда должен отображаться. Заправку транспортного средства теперь можно отменить. Раньше, по словам разработчиков, это сделать было нельзя, хотя и кнопка отмены вроде как была. Исправили ошибку, из-за которой звуки двигателей от транспортных средств оставались бесконечно звучать, если оно было взорвано в воздухе. Убрали баг, из-за которого сбитый игрок иногда мог управлять транспортным средством. После перезахода в игру в автомобиле он больше не будет двигаться рывками из-за смещения камеры. Исправили проблему, из-за которой персонаж не отображался в лобби при формировании команды, особенно у людей с новыми аккаунтами. Поправили резкость теней персонажа на всех расстояниях. Исправили залипание персонажа при спуске на парашюте. Скорректирован масштаб прицела 8х, ну теперь вроде как точно не должен он менять свой масштаб после переключения на другое оружие. Исправлена ошибка, из-за которой иногда появлялось окно выбора количества предметов, хотя мы просто хотели выкинуть предмет из инвентаря или наоборот что-то подобрать. И наконец исправили ошибку датчика синхронизации при нырянии в воду. Вот такое, как по мне, очень крутое обновление вышло на тестовый сервер, я прям в восторге, если честно. Надеюсь, вам тоже понравилось, спасибо, что смотрели, я надеюсь, вы все уже подписаны на канал, у вас стоит колокольчик и вы самые первые узнаете о всех новостях PlayerUnknown's Battlegrounds на моем канале. Если кто-то вдруг не подписан, обязательно исправьте ситуацию, я очень хочу набрать 50 тысяч подписчиков и получить свой кастом сервак. Буду вам нереально благодарен. Ну и не забудьте поставить лайк, написать в комментариях свое мнение про обнову и побольше вам топчиков, друзья. Пока-пока.